Ассаляму алейкум! Добрый вечер, дорогие друзья! Вы на канале «Вкусная еда с Хадиджей». Меренговый рулет я считаю сказочным десертом. И мне кажется, этот десерт можно готовить круглый год с разными ягодами и фруктами. Этот десерт получится даже у новичков. Прислушивайтесь к рекомендациям. Я вам желаю удачи на кухне. Давайте начнем приготовление. Нам понадобится сок свежевыжатого лимона. Выдавливаем. Косточки сейчас удалим, только сок нам нужно без мякоти. Нам нужно отделить желтки от белков. Сразу скажу, что у нас емкость должна быть сухой. Все инструменты, которыми мы работаем, должны быть абсолютно сухими и обезжиренными, включая венчики. Желтки отдельно. Нам понадобится всего 6 белков. Яйца должны быть комнатной температуры. Все делаем аккуратно, чтобы ни в коем случае желток не попал в белок. А с желтками можно потом приготовить тортеллини, либо кекс на желтках. У меня есть на канале. Я ссылку оставлю под видео в описании. На канале моей дочери Лидия Sweets очень хорошая зимняя выпечка к праздничному столу. Заходите, мои дорогие, комментируйте, ставьте лайки, подписывайтесь. Я вам буду очень признательна. Щепотку соли добавляем и начинаем взбивать до легкой пенки. Легкая пенка у нас получилась. Я отвесила 300 грамм сахарной пудры. Либо берете мелкий сахар, либо сахарную пудру, так, чтобы лучше растворялась. И сейчас добавляем понемногу и взбиваем до устойчивых пиков. Сначала на низких оборотах. Сахарную пудру обязательно пропускаю через сито, потому что оно комкается и очень сильно в себя вбирает влагу и слеживается, как и мука. Поэтому обязательно пропускаем через сито. Вот после того, как вы белки хорошо взбили, это где-то минут 15-20, вот тогда уже можно добавлять лимонный сок, свежевыжатый и крахмал. Я добавляю 1 столовую ложку, вмешаем. Должно образоваться вот такое пышное облачко. Добавляем 3 чайные ложки кукурузного крахмала, без верха. У меня кукурузный крахмал, желательно кукурузный крахмал, он нежнее. Если нет, конечно, можете добавить картофельный. Уже на этом этапе включаем духовку на 150 градусов. Духовку включили 150 по Цельсию, 300 по Фаренгейту. 1 минутку буквально взбиваем. Все со стеночек собрала, взбиваем. Посмотрите, какие устойчивые пики. И еще тестируем. Посмотрите, не вываливается. Все готово. Посмотрите, какая масса получилась. По этому рецепту получится даже у новичка. Беспроигрышный вариант. У меня противень размером 37 на 30. Я всегда беру прямоугольной формы. Вот так немножко безе, так чтобы у нас не гулял пергамент. Пергамент силиконизированный. Зафиксировалось все. Обязательно я на бортике, чтобы удобно было снимать, чтобы нигде ничто не прилипло. Я подготовила вот такую вот насадку. Закрытая звезда. Можно просто шпателем выкладывать. Но я хочу, чтобы красивый рельефный рисунок был. Внизу зафиксировала, чтобы не вываливалась масса. И сейчас будем выкладывать уже. Можно вот так вкосую ромбиком, а можно напрямую. Мне очень нравится вот так. Воздух, конечно же, нужно выпустить, чтобы рисунок был красивее. То, что останется, уже потом на края выдавим. Ну, концовка обычно всегда вот такая, стреляющая. Остаток массы вот так по краешку.
Сверху посыпаем миндальные лепестки. Нам очень нравится. Получается такая нежная корочка и запекшиеся орехи, миндальные лепестки, как нельзя вкусно подходят для этого десерта. Всю граммовку оставлю под видео в описании. Нам сильно перепекать корж не нужно. Он должен быть сверху корочка, а внутри очень нежный. Выпекаем при 150 градусах по Цельсию 25-30 минут. Смотрите по особенностям вашей духовки. Приготовим конфи. Я помыла ежевику. И сейчас освободимся от влаги лишней. Пока он горячий, сверху пергамент выкладываем и сетку. И пока горячий, нужно снять. И сейчас его уже не трогаем, даем остыть. Можно конфи готовить с любой замороженной ягодой. Ежевику мы сейчас отправляем сюда, в миску. Только вам предварительно нужно будет с размороженной ягодой разморозить ее и влагу слить. И вот сейчас мы погруженным блендером измельчаем. Все, масса стала однородной, глянцевой. Сейчас будем ее уваривать. Нам нужно пропустить через сито, освободить от косточек. Пропускаем через сито. Все косточки останутся сейчас. Мы их удалим. Такая ягода, как малина, ежевика, обязательно нужно пропускать, чтобы потом косточки не чувствовались в десерте. Посмотрите, сколько. Полностью проходимся, чтобы мякоть тоже прошла. Сейчас будем уваривать. Я готовлю конфи не для хранения, а для применения сразу. Поэтому будем использовать крахмал. А если бы я хранила конфи в холодильнике, то нужно использовать пектин. Вы напишите в комментариях, хотели бы вы посмотреть такой рецепт. И тогда я вам приготовлю, покажу. Вот посмотрите, какой у нас жмых остался. Очень много косточек. Все готово. Идем уваривать массу. На огонь чуть ниже среднего выкладываем. И нам нужно, чтобы немного влага выпарилась. На кончике ножа добавляем лимонку. Добавляю 60 грамм сахарной пудры. И все хорошо смешиваем. Сразу начинает появляться влага. Сейчас немного увариваем. И потом будем добавлять крахмал. Вот как только масса закипела, посмотрите, и стала глянцевой, сразу добавляем разбавленные 2 столовые ложки крахмала кукурузного с водой и быстро помешиваем до загустения. Огонь уменьшаем на самый минимальный. Оно активно не должно кипеть. Вот посмотрите, у меня масса какая уже густая. Нужно сейчас все хорошенько промешать. Очень удобно это сделать силиконовой спатулой. Очень долго варить не нужно, потому что ягода потеряет вкус. Все, снимаем с огня и будем пропускать через сито. Взяла неглубокую емкость, чтобы быстро остывала. И сейчас отправляем на сито и будем спатулой также пропускать через сито. Масса получается очень однородная и красивая. И дадим ей остыть. Накрываем пленочкой в контакт. И дадим остыть полностью. Прохладное место. А сейчас готовим крем. 150 мл сливок 33% жирности. Должно быть не меньше. Обязательно охлажденные. Отправляем в емкость. Добавляем 50 грамм сахарной пудры. Так как у нас еще конфи сладкая будет. Поэтому сахарной пудры много не добавляем. И 300 грамм крема чиз. У меня маскарпоне. Можно Филадельфию, можно творожный сыр. Начинаем на маленьких оборотах.
Где-то взбивали 4-5 минут. Вот посмотрите, масса вот такая должна быть. Все готово. Собираем меренговый рулет. Крем перекладываем в корнетик кондитерский. Конфитюр выложили в корнетик. Очень густой, красивый получился. Также у нас крем тоже готов. Можно просто шпателем выкладывать, а можно красиво, фигурно. Немного крема оставили на украшение. Слой тоже должен быть достаточный, так чтобы был вкус пломбира. Знаете, очень вкусный, вкус мороженого. Именно сочетание маскарпоне, сливочного сыра и сахарной пудры и сливок очень вкус хороший дает. И сейчас сильно не нажимаем, вот так слегка, аккуратно выравниваем. Стараемся так, чтобы было равномерно. Оно в разрезе будет очень красиво. И вот сейчас можно выложить либо ягоды, либо конфи. Мне очень нравится конфи. Так как мы будем сворачивать в эту сторону, поэтому мы выкладывать конфи будем вот так. Если бы мы сворачивали в эту сторону, мы бы выкладывали вот так. Потому что когда вы будете разрезать, чтобы смотрелось очень красиво. И сейчас выкладываем, немного прижимаем к поверхности, чтобы оно легло ровным слоем. И немного вот так вот зафиксировать его. У меня еще конфи осталось, поэтому мы еще один слой выкладываем. И сейчас не боимся, он будет немного крошиться. Начинаем его сворачивать. Вот так. Слегка, чуть-чуть поджимаем. И теперь помогаем пергаментом. Сильно не надавливаем. Посмотрите, какой он красивый. Отлично. И сейчас украшаем сверху, как вам нравится. Я буду украшать мандариновыми дольками произвольно. Я их очистила от прожилок и сейчас выкладываем. Можно украсить гранатовыми зернами, малиной. Очень красиво. Украшаю клюквой. Посмотрите, какая она красивая. Контрастной ягодкой. Там, где у нас крем, немного посыпаю кокосовой стружкой белой. Все-таки у нас зимний вариант десерта, поэтому будет очень красиво. И веточки розмарина. И теперь сверху посыпаем сахарной пудрой. Отправляем для стабилизации в холодильник хотя бы на часа 2. Итак, дорогие друзья, меренговый рулет у нас получился великолепный, очень нежный, как нежное суфле, со вкусным кремом, очень нарядный. На праздничном столе ваши гости обязательно его заметят. А попробуют, однозначно попросят у вас рецепт. Сохраняйте его в копилочку. Ставьте лайк, мои дорогие, если понравилось видео. Не забудьте подписаться. Напишите в комментариях, что бы вы хотели со мной еще приготовить. А если приготовите меренговый рулет, я жду от вас фото в Инстаграм. Я желаю вам всего самого наилучшего, мирного неба над головой. Пока-пока, до новых встреч!